экологические проблемы можно решать только в правовом поле. Конечно, нужны митинги, нужны газетные статьи, там, телерепортажи и так далее, но довести до логического завершения любую проблему экологическую, до решения можно только правовыми методами. Первый момент. Второй момент, что, к сожалению, в Российской Федерации вот три составляющих правового этого поля, они пока еще не на самом высоком уровне. Первое – это законодательная база, она далека от совершенства, далека от полноты. У нас еще масса дырок есть экологических, я имею в виду. Второе – это правоприменительная практика. Довольно многие структуры, начиная с правительства Российской Федерации, и вниз не выполняют те законы, которые уже есть. И третье – это, конечно, правовая грамотность населения, потому что страдают прежде всего простые люди, в том числе на Каспии. И, соответственно, если они будут знать свои права экологические, они могут их защищать через вот те предыдущие ступени. И что касается экологических сугубо проблем Каспийского региона, они известны давно. Те, кто вот в Баку бывал, многие из вас, наверное, были, знают, что море в районе Баку фактически, ну, мало живое, так скажем, да? Вот ты ходишь купаться, заходишь, выходишь, у тебя ноги липнут к песку, потому что там такой слой битума лежит на дне. И все легкая фракция испаряется, а тяжелый падает на дно и долгие годы отравляет окружающую среду, отравляет биоресурсы. Так вот, чтобы этого не было, мы предлагаем, наша организация и другие общественные экологические организации предлагаем принять в Российской Федерации закон о защите морей от нефтяного загрязнения. Значит, он должен быть, некая такая компиляция с американского Oil Pollution Act, есть такой закон в 90-м году принятый, где достаточно подробно прописаны требования к танкерам, требования к компаниям нефтяным, требования к обслуживающему персоналу. Очень, очень подробный закон, хороший. Вот этот закон мы сейчас, можно считать, уже продвинули достаточно высоко. Дмитрий Анатольевич Медведев, когда был президентом, он дважды обращал внимание, что такой закон нужен, и дал поручение правительству и Государственной Думе такой закон разработать. И тоже Медведев, в бытность свою президентом, на одной из встреч G20 заявил, что этого будет мало, скорее всего. Если вот у нас будет закон о Шагане, допустим, в Казахстане, да еще не будет это все отодвинуто, да, или там в Азербайджане, то, соответственно, так как это трансграничный водный объект, и любые ЧП в одной стране, в одном регионе могут повлиять на другие. И поэтому, Медведев призвал принять и на международном уровне. Есть, конечно, Марпол, такие конвенции, но их пока недостаточно, явно недостаточно для того, чтобы предупредить нежелательные события, и если они произойдут, как помочь, какие деньги, где взять деньги на их ликвидацию. После Мексиканского залива у всех было какое-то шоковое состояние, все понимают, что случилась большая трагедия, но я всегда говорил, что казахи, как кочевники, умеют читать знаки. На самом деле это был знак свыше, потому что с тем уровнем добычи нефти на Каспии, на который планирует выйти, например, консорциум Кашагана, это 50 миллионов тонн в год, совершенно понятно, что при такой добыче на открытом море ни о каком биоразнообразии уже не будет идти речь, потому что осетровые, которых там в Каспии вообще уникальный водоем, 90% мировых осетровых находится в Каспии. И добыча нефти – это два совершенно несовместимых понятия. Тем более, когда добыча нефти идет по тем стандартам, которые были установлены на заре нашей независимости. То есть, когда Россия и Казахстан привлекали инвестиции, именно вот уровень экологического законодательства был снижен для того, чтобы привлечь инвестиции. И на сегодняшний день парадоксальная ситуация. Транснациональные компании, которые работают, например, у нас в Казахстане, они исполняют местные законы, но если посмотреть на международную практику, то сплошь и рядом идет нарушение международных законов. Поэтому одна из основных задач фонда – это поднять уровень законодательства прикаспийских стран до уровня международных. И
Другой задачей является координация усилий тех небольших малочисленных НПО, которые работают в прикаспийских странах, и помочь им в их работе. Потому что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда большие международные компании, например, Greenpeace, у них есть тоже энергетическая своя программа, но Greenpeace работает в Арктике. А вот фонд фонд дикой природы, у которого тоже есть своя энергетическая программа, они работают, например, на Сахалине, на Дальнем Востоке. И на сегодняшний день на Каспии нету ни одного большого фонда, нету ни одного большого НПО, который могла бы скоординированно работать. И наша задача привлечь в экспертный совет фонда лучших экологов, лучших специалистов, ученых, которые занимаются этой проблематикой, и давать предложения в соответствующие органы, соответствующим главам государствам. Я был действительно много раз в Баку и в Казахстане, и море грязное, купаться там невозможно. И именно действительно выходишь, и все липнет, и вообще мало кто купается, едут отдыхать в Дубай или на Мальдивы. А море прекрасное. Я сам с Волги, я родился в Ульяновске, и все стекает, и был, и 41-м был в дельте Волги. И там можно еще купаться, но дальше уже это невозможно. Все стекается, и вся эта грязь собирается. В общем, мы теряем Каспийское море, а это большая проблема для мира, потому что это принадлежит, как и Байкал, за который я тоже радею, принадлежит всему миру. Чистая вода или красивое море, замечательное море. Я хочу фонду подарить свою работу, называется «Пик красоты», чтобы было стремление к красоте. Вот это красота, которая спасет мир. Спасибо. Я с вами, я буду делать все, что в моих силах. Нужно доказать или объяснить и довести до населения, что проблема всего мира Каспийский, вот этот Каспийское море, это не только Россия, не только Казахстана или Азербайджана, это проблема всего мира. Азербайджан в одностороннем порядке отказался от вылова белуги, шипа, осетровые только для промышленного, то есть для научных разработок. Ну, кроме того, можно много рассказывать о проектах по очистке прибрежной зоны по аэрации воды, которая стекает 60%. У нас построена Гусанская аэрационная станция, она способна очищать до 60% загрязненная вода, она очищает, сброс в море идет уже очищенная вода. Нефтяным компаниям, конечно, удалось приблизиться к принципу так называемого нулевого сброса. Теперь, что касается... Вот на пресс-конференции было сказано о том, что нефтезагрязненность в азербайджанском шельфе наиболее, так сказать, высокая. Я бы хотела сказать, что у нас есть госагентство в Баку именно по ликвидации нефтяных загрязнений. И согласно один из принципов работы этого госагентства, корабли, которые заходят в Бакинскую бухту, они останавливаются на каком-то определенном расстоянии, проходят, не знаю, очистку, мораторий, как это сказать по специалистам, и только после этого могут зайти в Бакинскую бухту. Поэтому моратории и зарубежных экспертов, и наших специалистов, они показывают, что в течение последних 2 лет ситуация, нельзя, конечно, сказать, что она у нас радужная 100%, но люди у нас работают, и государство работает, и Министерство экологии, и всегда приятно писать о достижениях. Это гораздо, как сказать, продуктивнее, наверное, конструктивнее, чем просто говорить, что все плохо. И вот это момент неконструктивный. Я очень рада, что я пишу о достижениях, хоть маленьких, но они у нас есть.